Друзья, приветствую вас! Вы на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынке, куда направляется рыночный ветер и какие есть идеи для реализации их внутри дня. Так, давайте с нефти начнем. По нефти позитивный сценарий на сегодня пока не реализовался. Сейчас вот возможный разворот будет 74,3, либо будет тестирование диапазона 74,2, 74. Вот. Но здесь, если пробой все-таки возникнет, тогда мы увидим повторное движение на 72. Сейчас, я думаю, вот это движение, оно идет в ожидании открытия основных американских площадок. Поэтому высока вероятность того, что сейчас либо от текущего значения, либо от этого диапазона в течение 1-2 часов будет разворотная формация и попытка отскочить на 75,5. Ну, по крайней мере, на текущий момент структура сделок, которая здесь происходит, она не подтверждает то, что это снижение, которое оно развернется ниже, чем на 74. Так, друзья, далее серебро, с утра его не было. По серебру сейчас идет попытка консолидироваться в районе 26. Соответственно, здесь есть уровень 25,8, мы его неоднократно ранее с вами обсуждали. Если этот уровень не пробивается, серебро здесь проторгуется, соберется и отскочит. Сегодня-завтра цель движения будет 26,7. Пробой вот этого диапазона, который заканчивается 25,8, весьма вероятно поведет на 23,5, возможно даже пониже. Но на текущий момент более вероятно, что здесь будет консолидация и отскок, но сегодня по крайней мере на 26,4, 26,5. Так, друзья, далее вопрос касательно евро-рубль. Ну, смотрите, здесь вот этот дневной таймфрейм, евро-рубль tomorrow. Соответственно, у нас вот есть железобетонный уровень 88,8, который, если пробивается и здесь происходит закрепление, то сразу же в самое ближайшее время будет движение на 89,9 и 90,5 вот сюда, в этот диапазон. На сегодня импульс роста он пошел, но как только пришли на 88,8, сразу здесь что-то надломилось и пошло движение возвратное назад вниз. Сейчас на текущий момент наиболее вероятный сценарий это тестирование 88,3, а там уже по факту будет решаться, либо закрепиться в этом диапазоне, либо будет повторное тестирование с целью сходить на 88,8. Если ориентироваться на 5-минутку, мы посмотрим немножко под линзой, что тут происходит. Сейчас на текущий момент 88,5, если устоит, сейчас 12:31 по Москве. Соответственно, если этот диапазон устоит, то здесь сейчас возникает разворот. И, соответственно, у этого разворота на сегодня, на второй половине дня по евро-рубль, цель движения находится на 88,75. Вот здесь вот. Ну, либо тестирование на прочность этого значения 88,8. Без существенного коррекционного отката в нефти здесь, наверное, этот уровень устоит, он пока пробиваться не будет. Вот. Но и на текущий момент, если здесь все-таки возникнет пробой, и вот этот разворот сейчас не сработает, то у нас по евро-рублю цель движения на укрепление рубля находится 88,3, 88,35. Вот здесь, в этом диапазоне. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь пока ситуация, она складывается в сторону евро. Несмотря на то, что спекулянты американские, SOTUS FTC, выходят из евро, делают ставку на дальнейшее проседание, текущая ситуация указывает на то, что весьма вероятно, что здесь произошел разворот. И для того, чтобы вот это движение, которое здесь развило свою силу, было реализовано, необходимо, чтобы произошло достижение 1,1942. Вот. На текущий момент ключевой уровень 1,1830. Если в результате отката он будет пробит, то, соответственно, весь этот рост, который в евро-долларе произошел, он сломается и пойдет повторное тестирование с наиболее вероятным последующим пробитием 1,1790. Ну и дальше, соответственно, снижение. На текущий момент больше факторов указывает на то, что сегодня будет тестирование и пробой 1,1882. Ну и для начала попытка сходить на 1,1910. Вот сюда вот. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель, дневной таймфрейм.
Но здесь все нормально протекает. Он в этом диапазоне консолидируется. Нижняя граница 24 350, верхняя граница 25 200. Здесь у него ближайшая цель движения находится в районе 25 100, 25 200. Вот сюда вот весьма вероятно его приведут сегодня либо завтра. В каком случае этот сценарий не получит развития? Он не получит развития, если будет коррекционный откат и пробитие 24 550. Вот этого значения. Если такое движение возникает, то, соответственно, будет повторное тестирование на прочность 24 350, а возможно 24 200. Пока на текущий момент больше факторов указывает на то, что движение вот в этом направлении, оно либо сегодня, либо завтра произойдет. Но про стоп необходимо помнить. Так, друзья, далее вопрос был по полиметаллу. Но смотрите, полиметалл сейчас находится в консолидации. Нижняя граница 1610, верхняя граница 1650. Если не будет пробоя вниз и, соответственно, дальнейшего движения с целью 1550 пробить, то вот эта вся конструкция, она приведет к тому, что в обозримом будущем отсюда разовьется рост. Цель движения, первая цель это 1750-1740. Но вот если от дневки перейти на недельный таймфрейм, неделька указывает на то, что здесь наметился рост и коррекционный отскок. Ну и 4-часовик достаточно бодрый, в отличие от дневного таймфрейма. Вот 4-часовик и неделька указывают на то, что здесь сейчас уже состоялся разворот. Вот здесь. И идет движение, цель этого движения находится в районе 1750-1760. Вот сюда вот. Соответственно, по 4-часовику движение вот это не получает развития, если будет коррекционный откат и пробитие 1590. В этой ситуации ломается вся эта конструкция, и он уходит искать поддержку на 1550, возможно даже пониже. Так, друзья, далее Газпром. Ну смотрите, здесь ситуация вполне прозрачная. Идет поджатие и попытка пробить 300. 298-300. Как только это произойдет, у него открывается следующая цель движения, это 356. Вот говорить о том, что все как бы приплыли и Газпром не будет расти сейчас на текущий момент, это пробитие 289. Есть более глубокий уровень 270, но сейчас здесь картина сдвинулась, и соответственно, если 290 удерживается, то высока вероятность пробоя 300 и ухода на 356-360. Так, друзья, вот еще про институт стволовых клеток человека. Меня все время спрашивают упорно. Но смотрите, компания это достаточно рисковая, как и все, что связано с такого рода деятельностью, с инновациями, стартапами и так далее. Тем не менее, у нее есть все основания для того, чтобы успешно развиться. Вот. И на текущий момент здесь есть определенная цель, это 40. Вот как только будет устойчивое пробитие 40, она отсюда очень быстро может переписать и 46.24 и улететь куда-нибудь повыше. Но идея достаточно рисковая. Это месячный таймфрейм. Исходя из дневного таймфрейма, здесь сейчас пошел импульс движения, но этот импульс движения по дневочкам завершился консолидацией как раз вот в диапазоне 40-38, вот здесь вот. И сейчас говорить о том, с технической точки зрения, будет ли дальнейшее продолжение, или же это как бы все, здесь либо консолидация, либо уход вниз, поскольку была мощная раздача. В ближайшее время эта ситуация, она прояснится в том случае, если будет пробой 39,5 на объеме, тогда весьма вероятно будет взят и этот уровень, и пойдет движение наверх. Или же в том случае, если отсюда пойдет коррекционный откат и будет пробитие 37,5, 37,2 вот этого диапазона, если его пробиваем, то все это накопление, которое имело место быть, оно нарушается и уходит акции этой компании проседать с целью 35, а возможно даже и 30. Но опять же обращаю внимание, что идея очень рисковая. Много других, скажем так, менее рисковых способов заработать деньги. Так, друзья, далее вопрос по Северстали, что с ней происходит. Ну смотрите, импульс наверх, он пошел. Китай решил распускать банковские резервы. Сегодня китайский рынок достаточно активно отскакивал.
Здесь на текущий момент у Северстали есть сильный уровень, который, если он не пробьется, то движение наверх будет выполнено в полном объеме. Сейчас мы на более коротком таймфрейме посмотрим. Так, ну переходя на 4-часовик, здесь картина следующая. 1590, вот этот уровень, если он не пробивается, сейчас здесь идет попытка разворота. И если здесь происходит закрепление, если 1590 не пойдет, то мы отсюда сегодня или завтра идем выше. Первая цель пробить 1640. И потом вот сюда 1670, а там уже посмотрим. Если здесь все-таки будет пробой, то, к сожалению, пойдет движение целью 1550. Сейчас в ближайшие час-два ситуация решится. Вот этот вот утренний отлив, он немножко стрёмный и указывает на то, что должно пойти движение вниз. Но если здесь... Так, друзья, далее вопрос был по детскому миру, что с ним происходит. Действительно интересная ситуация, дневной таймфрейм. Но здесь у нас, по сути, разворотная формация. И целью этой разворотной формации движение на 152, вот сюда вот. Вопрос в том, насколько быстро это движение произойдет. И не будет ли при этом такого сильного отката, которое уведет бумагу в район 133-130. Смотрите, на текущий момент вот это вот движение наверх, которое пошло, сейчас немножко покороче таймфрейм, для нее критерий того, что движение наверх произойдет и достаточно быстро, это удержание в текущем диапазоне 144,5, 141,5, вот здесь, и отсутствие пробоя 140,4, 140,5. То есть бумага, если она не уходит, не пробивает вот это значение, она отсюда в течение какого-то времени, возможно даже небольшого, потому что на носу 1 сентября, если не будет никакого кризиса и провала, то неизбежно ее затащит вот сюда вот. Но опять же, если все-таки будет пробой вот этого значения 145, то она начинает пикировать на 133. Пока все факторы свидетельствуют о том, что будет движение на 152, 153 возможно даже. Так, друзья, далее сегодня ВСМПО Ависма очень хорошо, очень позитивно себя показала. И здесь достаточно высокая вероятность того, что будет продолжено движение наверх. Цель его будет 3600-3750, вот сюда, в этот диапазон. Наверное, я вот так предполагаю, с моей точки зрения, она находится на хаях, ее на какой-то долгий и средний срок покупать достаточно адвантажно. Вот. Но коротенькая идея сейчас, вот эта, она может вполне сыграть и реализоваться. Соответственно, то, что эта идея не реализуется, критерий отказа от нее, это коррекционный откат с пробитием 28500. Вот 28500, если не пробивается, то в ближайшие день, два, три мы вполне можем увидеть движение вот сюда, вот, может быть даже переписать вот этот исторический хай. Вот. Здесь чисто спекулятивная идея на короткий какой-то отскок. Ну, скажем так, здесь есть все основания полагать, что такое движение состоится. Вот. Ну и если будет откат и пробой существенного уровня, тогда идея не сработала. Так, друзья, далее вопрос был по НЛ. Но здесь все нормально, развивается движение наверх. Ближайшая цель этого движения находится на 85. Вообще в перспективе цель движения 1,16. Что может вот это движение сломать? Коррекционный откат с пробитием 0,8. Вот если такой откат происходит, это 4-часовой таймфрейм, то все вот это движение, которое развилось, оно ломается. На текущий момент вот то, что здесь набрали, его не раздали, и весьма вероятно ждут более сильного движения, более сильного роста. Ну, в идеале это 1,16 для этой бумаги. Там на самом деле масса целей там вверху. Но вот ближайшие, куда ее весьма вероятно сводит, это 85 и возможно 1,16. Если удержим вот этот диапазончик. Так, друзья, ну вот и на закуску Amazon спрашивают, что будет с Amazon, поскольку Безос проиграл гонку, кто первый выйдет в космос, старому авантюристу Брэнсону. И, соответственно, пошли разговоры, что теперь Amazon рухнет и первая цель движения будет 3500. Но я думаю, такого пессимизма не будет.
А вчерашний рост Израиля и вообще общее состояние в NASDAQ, в хай-теке, оно указывает на то, что пока никаких оснований для волнения нет. Однако, если перейти на часовик, здесь вот кто-то усмотрит волшебную фигуру бриллиант, которая как раз в случае ее реализации должна увести акции этой компании в район 3450 куда-то вот сюда. Данное движение произойдет, если будет пробитие 3660. В этой ситуации вполне хотя бы короткое движение или движение, ну как бы уже все, уход с верхов вполне может в ближайшее время произойти. Соответственно, есть и, скажем так, понимание того, что вместе с хай-теком всея Америки будет движение наверх в случае пробоя 3760. Я бы пока эту бумагу для движения наверх не рассматривал. Либо консолидация в этом диапазоне, либо, возможно, будет какой-то коротенький откат. Не зря же Ричард Брэнсон опередил Безоса. Друзья, все, основные моменты, основные активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал.